Прежде чем рекрутировать сетевика, нужно понимать, какая выгода у топ-лидера подписываться к вам, к новичку. Это лишняя трата времени. Вы понимаете, что у вас 0 влияния? Давите на эту боль и показывайте, как решить эту проблему. Тогда в команду к вам будут приходить именно те люди, которых вы ждете. Всем привет! Меня зовут Сергей Грабунов. И сегодня в видео разберем, как рекрутировать сетевика к себе в команду. Стоит ли это делать, и если да, то что для этого нужно делать? Вообще тема, уверен, для многих интересная. Никто же не откажется, чтобы в команду подключился человек с опытом, с ресурсом, готовый сходу работать на результат. Лично я так точно рассматриваю целевую аудиторию сетевиков как одну из наиболее перспективных аудиторий для рекрутинга. Почему? Ну, во-первых, это люди, которые уже знают, что такое сетевой бизнес, и они верят в него. От них никогда не услышишь «это не мое», «это пирамида» и так далее. Во-вторых, они готовы действовать, готовы развиваться профессионально, и у них есть четко поставленные цели. Вряд ли, согласитесь, можно будет встретить сетевика, который подключился, но не работает. В-третьих, у них уже точно есть опыт, и, возможно, даже есть команда. И если он приходит с командой, ну, конечно, это очень круто. Теперь хочу отметить, прежде чем рекрутировать сетевика, нужно понимать, что есть сетевики без результата или с небольшими достижениями, и есть так называемые топ-лидеры. Новички почему-то пытаются рекрутировать именно топ-лидеров. Со стороны это выглядит примерно так. Вы 15-летний юнец с прыщами и решили обольстить 30-летнюю, замужнюю, ухоженную, знающую себе цену женщину. Безусловно, она хороша, но только не для вас. Друзья, если вы один из тех, кто пишет в директ предложение состоявшемуся сетевику, как он со своими возможностями в вашей суперкомпании станет суперуспешным, не утруждайте себя. Это лишняя трата времени. Во-первых, чтобы лидер ушел с компании, должно быть какой-то серьезный прецедент. Во-вторых, вы правда считаете, что если даже сейчас у него такая ситуация, он пойдет к вам? Каждый из нас сделает покупку только тогда, когда это выгодно. Какая выгода у топ-лидера подписываться к вам, к новичку? Даже лучше так. Какую пользу вы можете дать топ-лидеру? Вы понимаете, что у вас 0 влияния? Давайте еще уберем сразу пару пунктов, которые не нужно делать. Первое. Пытаться сравнивать маркетинг-план. Поверьте, вы и в своем маркетинг-плане еще плаваете, а в чужом так и тем более. Ну и скажу вам из своего опыта, с любым маркетинг-планом можно заработать деньги. И при выборе компании опытным сетевиком это уж точно не на первом месте. Второе. Не пытайтесь рассказать, как плохая или никчемная компания сетевика и какая супер-пупер ваша. Даже если у него произошел неприятный прецедент с компанией, лезть со своим помойным ведром в чужое белье, будет только себе дороже. Рекомендую заниматься рекрутингом сетевиков, у которых нет результата или результат еще незначительный. Причем они сами ищут перемен. И не упускайте у себя в голове мысль, чем я могу быть полезен этому человеку. Я могу ему действительно что-то дать? Давайте разберем, что интересно может быть сетевику и чего он вообще хочет. Вы знаете, на самом деле подключить любую аудиторию идет по одному и тому же алгоритму. Если вы даете то, что хочет аудитория с минимальными затратами, и показываете, что человек может быстро получить результат, вы будете спокойно подключать людей в свой бизнес. Все хотят получить быстрый результат. Поэтому, когда вы подключаете сетевика, вам нужно точно понимать, какие проблемы он имеет. Ну, а проблемы есть у всех. И первая проблема – это отсутствие системной школы в его команде, ну или в компании в целом. Точнее, результативной системной школы, так как спам-рассылки или дергать всех подряд – это тоже система, только бестолковая. Поэтому боль таких сетевиков – это ежедневная рутинная работа, не приносящая результата. Давите на эту боль и показывайте, как решить эту проблему. Единственное маленькое «но». Вы сами должны уметь это делать. А то у учителей-теоретиков сейчас развелось очень много. А вскрывается это очень просто. Человек с опытом, достаточно задать вам пару вопросов, и вы попадаете в тупик. Ну а дальше сценарий вы уже сами понимаете. Далее. Несмотря на обилие сегодня информации,
огромное количество сетевиков не могут определить для себя целевую аудиторию. Снимите на эту тему видеоролик, напишите пост, как подобрать целевую аудиторию, дайте какую-то вкусняшку. Да и вообще, все, что касается рекрутинга, это больнейшая тема для огромного количества сетевиков. Тем более, что сегодня все меняется молниеносно. Вот, выпустила Apple обновление для iOS 14 и полетел таргетинг в тартарары. Помните, как у Гайдая? Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, куртка замшевая, 3. Вот вам новая тема. Кто сейчас уже сориентировался в новых реалиях таргета, вперед! Да и, кстати, и без Apple таргет тема для многих темная лошадка. Из каждой проблемы можно создать десятки единиц контента, которые будут влиять на аудиторию. В общем, давайте я еще раз подытожу. Неважно, какую аудиторию вы хотите рекрутировать, это мамы в декрете или сетевики. Важно, чтобы вы четко знали боли этих людей и могли помочь им их решить. Тогда в команду к вам будут приходить именно те люди, которых вы ждете. Кому был полезен, ставьте палец вверх. И напишите, кстати, в комментариях, какие у вас есть проблемы в сетевом. И мы все посмотрим, что на сегодня является самой актуальной проблемой. Пока!